Growth orientation. Итак, следующий наш пункт – ориентация на рост. In a competitive society, the future belongs to people who are very good at what they do. В конкурентном мире будущее принадлежит компетентным, тем, кто отлично разбирается в том, что делает. So number 2, we say to earn more, you must learn more. Второе, чтобы больше получать, нужно больше изучать. You've reached the top of what you can do with your current knowledge. Как только вы достигли своего потолка, дальше вы не двинетесь, пока у вас этот потолок не повысится. To go up any higher, you must learn and apply new things. Для того, чтобы продвинуться выше, вы должны своими знаниями поднять этот потолок. And the question is, what do you need to learn that will help you the most? Возникает вопрос, что нужно выучить или узнать для того, чтобы в своей жизни внести самые большие положительные изменения. Now C, it says invest 3% of your income back into yourself. Следующий наш пункт. Вкладывайте 3% своего дохода в собственное развитие. 3% seems to be the magic number. Не знаю почему, но 3% действительно какое-то волшебное число. 3% of your income seems to make you a personal growth machine. Именно вот эти 3% делают вас такой машиной роста и развития. Now, there have been several studies done on the return on investment in yourself. На самом деле было проведено огромное количество исследований по окупаемости вложений в самого себя. Two large companies, Motorola and IBM, did these studies. Две очень крупные компании, Motorola и IBM, спонсировали данные исследования. They said that for every $1 of investment in their people, they were getting back $30 to $33. Эти исследования показали, что на каждый вложенный в обучение людей $1 они получают обратно $30-33 дохода. When you invest in yourself, that will be the return in your income. Когда вы вкладываетесь в себя, деньги вернутся вам в качестве дохода. Number 2, rewrite your goals every morning. Но есть второе правило. Каждое утро переписывайте свои цели. Here's my goals. Вот мой список. I carry a little notebook, a school notebook. У меня есть просто с собой тетрадочка, обычная абсолютно тетрадка школьная. Every morning I rewrite my goals. И каждое утро я свои цели переписываю на новый листочек тетрадки. But here's the key. You don't look back to the previous page. Но вот в чем ключ. Вы не списываете с предыдущей страницы, а пишете как бы заново. You write them brand new each morning. Вы каждое утро пишете их свежим взглядом. And they will start to change. Вы заметите, что они начнут меняться. Number 3, plan every day in advance. Третье. Планируйте каждый день заранее. Make a list and plan the whole day in advance before you begin. Планируйте каждый день заранее, перед тем, как приступать к рабочим делам. If something new comes up, write it down before you begin. И если что-то вдруг появилось, впишите это в свой план, но не начинайте это делать, пока не вписали в план. Always work from a list. Всегда работайте по списку. Number 4 is set priorities on your list before you begin and always concentrate on number 1. Четвертое. Перед тем, как начать действовать по списку, расставьте там приоритеты и начинайте всегда с самого важного. You can increase your productivity by 50% to 100% the first day. Вы можете тем самым увеличить свою продуктивность на 50, а то и на 100% в первый день. By disciplining yourself to work on your most important task before anything else. Просто приучив себя сначала выполнять самое важное задание, а потом уже все остальное. Number 5, listen to audio programs in your car. Пятое. Слушайте аудиопрограммы в своей машине. If you sit in Moscow traffic, you sit there for 500 hours a year. Если вы проводите время в московских пробках, вы тратите это время впустую в течение 500 часов в год. Инвестируйте 3% от ваших доходов в себя. Каждое утро заново переписывайте свои цели. Планируйте каждый свой день заранее. Перед тем, как начать действовать по плану, расставьте приоритеты и начинайте с самого важного. Во время езды в машине слушайте аудиокниги. Регулярно посещайте курсы и семинары, касающиеся вашей профессиональной деятельности. People orientation. Ориентация на людей. This is really the most important of all. Это, пожалуй, наверное, самое важное.
Most of our happiness in life will come from our relationships with other people. Большинство счастья или несчастья в нашей жизни происходит от наших отношений с людьми. Most of our problems in life will come from problems with other people. Если у нас проблемы в отношениях с другими людьми, проблем в жизни не миновать. Nobody shoots themselves or kills themselves because their lawnmower doesn't work. Никто не убивает себя, не кончает жизнь самоубийством, потому что у него не работает стиральная машина. Yeah, it's always people problems. Всегда какие-то отношения с людьми доводят людей до такого состояния. So you need balance between your work and your personal life. Поэтому первый наш пункт здесь: сбалансируйте свою личную жизнь и жизнь трудовую, рабочую. And sometimes people ask me, well, how do you achieve balance between your family and your work? Очень часто мне задают вопрос, как сбалансировать жизнь личную и жизнь на работе. I say, well, if a tightrope walker is walking on the wire, how often does he balance? Я говорю, вы понаблюдайте за канатоходцем, когда он идет по канату, насколько часто он постоянно себя выравнивает снова и снова. How often? Насколько часто? All the time. Постоянно. That's the way it is in life. И в жизни точно такая же ситуация. There's no formula. Нет какой-то единой формулы, чтобы раз и пошел You ровно. work on it all the time. Вы постоянно ищете новый баланс каждую секунду. So we say B, a feeling of stress arises when your values are not in alignment with your activities. Когда ваши ценности и ваши действия не сочетаются, возникает стресс. Each person has a core of values. У каждого человека есть некий ценностный стержень. And when you are living consistent with your values, you feel at peace. И если вы живете в соответствии со своими ценностями, вы пребываете в мире. The second way to make others feel important is appreciation. Следующий способ помочь человеку почувствовать себя важным – это ценить его. Always say thank you. Всегда говорите спасибо, будьте благодарны. Whenever you say thank you, you make a person feel more valuable. Когда вы говорите человеку спасибо, он чувствует себя гораздо более ценным. You make them feel happy. Ему от этого гораздо And радостнее. each time you say thank you, you feel happier as well. Плюс, когда вы говорите человеку спасибо, радостнее становится вам. When you smile at people and say thank you, they feel happy and you feel happy. Когда вы улыбаетесь и говорите человеку спасибо, вам хорошо и человеку приятно. And the third is admiration, Третье – восхищение. which is to admire their clothing, admire their accomplishments, admire something about another person. Вы восхищаетесь достижениями других людей, тем, как они выглядят, тем, как они ведут себя, возможно. We say everybody likes a compliment. Потому что, как мы говорим, комплименты нравятся всем чувствам. So whenever someone does anything, always praise them for it. Поэтому, если что-то кому-то удалось, обязательно похвалите этого человека. And number 5 is attention. И пятое – это внимание. Listen carefully to others when they speak. Когда люди говорят, слушайте их внимательно. Attention and listening are the most powerful ways to build self-esteem. Внимание и умение слушать – это, пожалуй, самый важный инструмент, помогающий людям чувствовать себя увереннее. D is when you work all the time you work. Следующий пункт. Когда вы работаете все время, которое вы проводите на работе. The reason our lives get out of balance is because we don't work hard enough when we're working. Очень часто наша жизнь теряет баланс, потому что мы приходим на работу, но не работаем там. And so then we take work home and we work in the evenings and the weekends. Потом мы несем работу домой и удивляемся, почему мы начинаем работать там, где работать не положено, дома или в выходные. So when you go to work 100%. Поэтому, когда вы идете на работу, выкладывайтесь на 100%. Don't spend time talking with other people. Не надо тратить время на бессмысленную болтовню с другими людьми. Don't spend time in long coffee breaks and lunches. Не надо выходить на обед или на перерыв на кофе только чтобы не работать. Just work all day long. Сконцентрируйтесь, поработайте. Then you finish all your work. А потом, когда вся работа будет закончена, And when you're with your family, be there 100% of the time. свободное время вы можете посвятить семье. Вот следующий пункт, когда вы общаетесь с семьей, общайтесь с ними на 100%. Now here's our last orientation. И вот наша последняя сфера ориентации, It's actually our first orientation. с которой мы, собственно, начинали. Action orientation. Это ориентация на действие. The most outwardly identifiable quality of top people. Потому что ориентация на действие – это самая важная черта любого выдающегося человека. They are constantly in motion. Они постоянно в движении. They're action-oriented. Они постоянно что-то They делают. hear a good idea and they take action immediately. Они услышали хорошую идею, тут же ее реализуют. They develop a sense of urgency. Они постоянно развивают в себе вот это ощущение срочности. They want to implement the action now.
Они чувствуют, что все нужно сделать срочно. Вот любую идею нужно воплотить тут же. Become proactive at everything you do. Они, следующие, становятся проактивными во всем, что делают. Remember, 80% of the population is passive. Помните, 80% населения Земли просто пассивны. They're standing there. Они стоят и ждут автобус. They're waiting for something to happen. Вдруг что-нибудь произойдет. Only the top 10%, 20% are proactive. И только самые верхние 20% проактивно делают что-то сами. And as we say, use the momentum principle of success. И как мы уже говорили, используйте в успехе принцип инерции, наращиваемое движение. Once you get started, keep going. Как только вы начали двигаться, не останавливайтесь. Don't stop. Нельзя останавливаться, двигайтесь дальше. Now, the last question that we have here is, what one action are you going to take differently as a result of today? И возникает самый важный вопрос. Какое одно действие вы начнете, какую идею вы начнете воплощать в жизнь немедленно по результатам сегодняшнего дня? Следует сохранять баланс между работой и личной жизнью. Поступайте так, чтобы окружающие чувствовали, что вы цените их. Когда вы работаете, посвящайте все время работе. Когда вы проводите время с семьей, будьте в это время на 100% с ними.